Друзья, всем привет! В США Дональд Трамп опять в центре скандала политического пока. Да? Он публично заявил в конце августа 2025 года о том, что Джордж Сорос должен быть в тюрьме. Да? Его нужно посадить, и он призвал предъявить ему обвинение в законе Рика. То есть Рика обвинения. Значит, кто такой Джордж Сорос и почему он стал мишенью для вот таких вот политических высказываний Дональда Трампа, президента США? Джордж Сорос — это крупнейший донор демократической партии. Он десятилетиями финансирует различные НКО и проекты по правам человека как в самих США, так и в различных странах. Для консервативной аудитории Сорос — это символ либерального влияния, поэтому его имя часто звучит в различных политических спорах и не только в Соединенных Штатах Америки. И вот Трамп требует предъявить обвинение в рэкете главному донору демократической партии и его сыну. Трамп 27 августа написал в своей социальной сети: Джордж Сорос и его замечательный сын, радикальный левак, должны быть обвинены по закону Рико за поддержку насильственных протестов и многое другое по всей территории Соединенных Штатов Америки. Мы больше не позволим этим безумцам разрывать Америку на части, не давая ей даже шанса дышать и быть свободной. Сорос и его группа психопатов причинили огромный вред нашей стране. Ну, соответственно, когда это было Трампом написано, все это разошлось, началось бурное обсуждение. Фонды, которые принадлежат Соросу, в частности Open Society Foundation, он был основан Джорджем Соросом, он сразу же это опроверг, ну и по сути он давно опровергает различные нападки республиканцев на свою деятельность, включая обвинения в том, эти обвинения звучат периодически, да, от республиканцев, в том, что эта организация платит различным там протестующим в различных частях мира и планеты напрямую, да, и также напрямую координирует с этими протестующими свои действия, да, то есть и те протесты, которые происходят в США, которые направлены против республиканцев, и те протесты, которые происходят в различных странах мира. Значит, эта организация Сороса назвала обвинение, которые Трамп опубликовал, да, по сути, ну так и есть это обвинение, возмутительными и ложными в отношении семьи Соросов. Теперь, друзья, что такое закон Рика и можно ли посадить по этому закону? Рико — это закон о борьбе с рэкетом и преступными организациями. Значит, чтобы обвинить человека, должны быть веские доказательства, то есть прокурорам нужно доказать организацию, там, предприятие. Чтобы обвинить человека в совершении вот именно этого преступления, прокурорам нужно доказать, что была какая-то организация преступная, что это все было организовано не одним человеком, участвовало несколько людей, то есть это преступная организация, занимались вымогательством или другой какой-то преступной деятельности. Значит, то есть это, в принципе, очень сложно реализовать на практике. Ну и американские СМИ подчеркивают, что Трамп, когда высказался, да, он не представил никаких конкретных доказательств, да, а просто его обвинения в сторону Сороса звучат как политические там утверждения и все, не более того. То есть нет конкретных доказательств. Ну, они у Трампа и не могут быть, потому что Трамп политик, а не ФБР, например, да, там не расследователи. Теперь смотрите, важное, даже президент США не может посадить кого-либо своим, к примеру, указом. То есть нельзя такого делать в Америке, да. Нужно вначале провести расследование, которое должно провести Минюст, там, ФБР, да. Человек должен, если он виновен, должно быть ему предъявлено обвинение в совершении преступления, потом должен быть материал, это уголовное дело передано в суд, возможно будет суд присяжный, и вот какой вердикт вынесет суд присяжный, уже судья назначит наказание. То есть целая длительная процедура. Иногда она в громких делах затягивается на годы, понимаете?
Министерство юстиции США, значит, начали сразу же после заявлений таких вот Трампа о том, что Сорос должен находиться в тюрьме, начали журналисты американские атаковать своими запросами, так ли это нет, начато там производство уголовное дело или нет, напишите, ответьте. Ну и Минюст США, значит, на запросы журналистов никак не отвечает и не комментирует политические заявления Трампа. Министерство юстиции отказалось комментировать требования Трампа предъявить Джорджу и Алексу Соросу обвинения по закону Рика. Теперь, для чего это нужно Дональду Трампу? Для чего он это сказал? Ну, скорее всего, это его политическая такая широкая стратегия. Это жесткая риторика против политических оппонентов и крупных партий, и крупных либеральных доноров демократической партии. То есть это его, понятное дело, оппоненты. И скорее всего это было сделано специально с политической целью. Не более того. То есть Трамп же не глупый человек, он прекрасно понимает, что это голословные слова просто, да, и они просто взбудоражат общество, но конкретно до расследования очень далеко. Теперь, какие могут быть сценарии развития вот этих событий? Значит, это просто громкие заявления, как я сказал, но уголовного дела не будет, потому что нет реально доказательственной базы. То есть ее очень, перед тем, как предъявить обвинение, возбудить дело, надо это все собрать, эту доказательственную базу. Может быть, сейчас ФБР начнет заниматься этим, может быть. Но если даже и будет собрана эта база, то есть на это уйдут месяцы, если не годы, понимаете? Вот. Ну и, соответственно, если даже будет написано заявление в Минюст США и Минюст начнет эту проверку, то неизвестно, дойдет ли это до уголовного дела. Вот и все. Может быть, закончится проверка ничем и, скажем так, она будет закрыта. Ну а политический эффект, конечно, огромный. В инфопространстве теперь Сорос это враг. Значит, и это остается, эти лозунги, эти, скажем так, утверждения Трампа политические остаются мощным инструментом в его руках. Трамп публично действительно сказал и заявил, что Сорос должен быть в тюрьме, и публично требовал его, значит, обвинений по закону Рико. Но между словами Трампа политическими и тюремным сроком, да, предполагаемым, возможно, огромная длинная юридическая дистанция, которая, как я уже сказал, может занимать просто годы. Вот и все. Там же еще адвокаты есть, которые, Сороса я имею в виду, которые тоже будут сопротивляться и так далее. Палки в колеса вставлять. Друзья, будем следить, как будут развиваться события в этом кейсе. Пока ничего публично не представлено, но я думаю, что какая-то информация должна быть. Я буду, друзья, вам об этом сообщать, если появится что-то новенькое. Поэтому, чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на канал, и вы будете разбираться в этом вопросе и ничего не пропустите.